Любой шум в голове и в ушах тибетская медицина расценивает как заболевание печени, и считается, что угнетение выделения желчи, заболевание печени, невырабатывание желчи приводит к появлению шума в голове. И это как раз вы описываете, то есть вы говорите, что у вас гепатит и появляется шум в голове. Такой шум в голове правильно появляется, очень часто проявляется при токсическом отравлении, связанным с гепатитами и, конечно же, с развивающимися заболеваниями печени, будь то развивающийся цирроз или развивающийся гепатит и с его осложнениями. Итак, каким образом это необходимо лечить? Тибетская медицина говорит о том, что в тот момент, когда у человека шумит в голове, сразу же хочу сказать, что это не традиционные советы, а советы, взятые из книги Вардурьян Бо. Это советы тибетской медицины. Там говорится о том, что если у человека появляется шум в голове, то человеку необходимо производить раздражение горла с целью вырвать. То есть у человека должен включиться рвотный рефлекс, и считается, что шум в голове убирается в тот момент, если человек выпивает воду и вырывает эту воду. Обычно для того, чтобы это происходило лучше, заваривают растение грушанка и выпивают его в небольшом количестве, 500 граммов, 400 граммов, и рвотным таким рефлексом останавливают шум в голове. Помогает ли это? Да. Это помогает. Но мы не из средневековья, именно поэтому, зная, что происходит в тот момент, когда человек вырывает, мы знаем, что в этот момент выделяется большое количество желчи. Именно поэтому от себя могу сказать, что употребление в небольшом количестве препаратов с горечами могут помочь избавить человека от шума в голове. Итак, горечи находятся в моем препарате, который называется Амарум. 1 чайная ложка амарума держится во рту, после чего полоскается во рту и глотается, после чего запивается водой. И второй вариант, который я тоже рекомендую людям, у которых есть шум в голове: 1 столовая ложка препарата Амарум на стакан воды, выпивать 2, 3 или даже 4 раза в день на протяжении 1-2 месяцев. Также второе, обязательно увеличивать активность мозга. Это можно сделать за счет применения препарата Тутус Асинкуте и Бирол. Бирол принимать по 30 капель на столовую ложку воды 2-3 раза в день. Препарат Тутус Асинкуте по 2 таблетки 3 раза в день. Тибетская медицина в этом случае советовала использовать тибетский настой от всех заболеваний, или настой, который помогал человеку избавиться от старости. В этот настой входило: первое — это бессмертник полевой, березовые почки, ромашка и зверобой. По 2 столовые ложки на 2 стакана воды, выпивать 1 стакан 1 раз в день. И это, по идее, говорило о том, что человек может избавиться от шума в голове, улучшить концентрацию, улучшить память и омолодить.